Друзья мои, всем привет! Сегодня тема, как понять, что меня используют или, другим словом, манипулируют мной. Ну, для начала не нужно этого бояться. Мы все друг другом манипулируем и друг друга используем, и это нормально, в принципе. Манипуляции – это чаще всего скрытый способ воздействия на оппонента с целью получить от него какой-то желаемый результат для себя, какую-то выгоду. Да? Все мы родом из детства. И в детстве через родителей мы учились, вырабатывали определенный способ удовлетворения своих потребностей и получения внимания. Я когда занималась этой темой для себя, работала с собой, да, у меня было непонимание, когда мной манипулируют, когда меня используют, и вообще полное непонимание, полная растерянность в этом. Я выделила для себя две основные большие такие категории. Это, так скажем, позитивные, конструктивные манипуляции, которые мы используем в общении, и деструктивные манипуляции. Вот. Ну, позитивные манипуляции, это обычно мы их постоянно используем, даже не замечая, например, в общении с детьми, даже с маленькими, когда мы отвлекаем его внимание на каких-то птичек, да, если он расстроен, это тоже манипуляция. Или если человек на нас обиделся, мы можем манипулировать им, то есть воздействуем на него, дабы получить прощение. Это тоже своего рода такая манипуляция. И это я отношу к позитивным манипуляциям. Когда я пыталась разобраться, чтобы понять, что мной сейчас манипулируют, не дай бог, меня вообще кто-то будет использовать в своих целях, я открыла для себя столько видов, подвидов, всяких подкаст, этих манипуляторов с разными названиями, какие слова они употребляют, какие предложения. Ну, это, в принципе, невозможно же запомнить. И если у вас есть такая проблема, вы пойдете, например, на свидание с человеком и будете сидеть, вычислять, вспоминая в своей голове, включить этот компьютер, а какую фразу он сейчас сказал, не манипулирует мне он мной, не пытается ли он сейчас как-то на меня воздействовать и использовать, ну, вы сойдете с ума просто, это невозможно. Мне кажется, что проблема в том, что людям нужна всегда какая-то гарантия безопасности, да? И из этой гарантии мы имеем ожидания по отношению к себе и ожидания по отношению к людям. Вот. Все мы родом из детства, и вот эта безопасность, да, вот эти рамочки, в которых мы двигаемся, все наши накопленные, совершенно ненужные, бесполезные установки, концепции, там, умственные всякие по поводу себя, каким я должен быть. Это все нужно для того, чтобы понравиться, да, понравиться изначально родителям, и этим способом получить у них то, что нам нужно там для выживания, и получить любовь и внимание. Это нам все нужно для выживания. И мы становимся вот такими удобными, и нам страшно вот это вот там непризнание получить, или чтобы в нас разочаровались, кого-то обидеть, потому что это родителям может там разрушить, какая-то ответственность с детства может идти, ну и так далее. Этого много чего происходит. Вот всегда выбирайте себя. И когда вы задаете вопрос, вот этот страх появляется, да, вдруг меня сейчас используют, это манипулируют мной, задайте себе вопрос вообще, зачем мне это нужно. Я из какой мотивации делаю сейчас что-то. Из того, что я хочу это делать, потому что просто я хочу, я ничего не жду от человека. Или у меня уже внутри какая-то мысленная деятельность пошла, и я уже что-то предвижу, если сейчас сделаю или не сделаю, что-то будет, меня там не признают, я не понравлюсь, не буду идеальным в глазах этого человека и так далее. И вот здесь, когда вы общаетесь с человеком, да, в тот момент, когда есть вот это ощущение, там, что что-то происходит не так, и вы, например, делаете вид, что, мне показалось, или вы не хотите, и все равно идете на поводу и делаете. Вот если даже у вас не получилось там отказать или что-то не сделать, там, не корите себя, бог с ним, просто вернитесь потом к себе, проанализируйте, вспомните, как это происходило, и вспомните, какое именно чувство возникло у вас, внутри вас, какая вот эта установка всплыла, почему вы не выбрали себя в тот момент. Таким образом вы получите этот фонарик и найдете в себе, нащупаете эти слабые места, вот эти крючки, за которые вас можно цеплять, где ваша несвобода, где вы зависимы, и где можно вами манипулировать и управлять вами.